Мы знаем, что если ты хочешь выучить другой язык и знать другой язык, то нужно заниматься каждый день или почти каждый день. Но, к сожалению, мы все люди, и иногда у нас нет времени, иногда у нас нет энергии, иногда у нас нет настроения. В эти дни нам нужны легкие, быстрые способы, как можно позаниматься языком, что можно сделать, чтобы сохранить привычку, чтобы не забывать язык, который вы учите, и продолжать прогрессировать. И сегодня у меня для вас есть целых 7 способов, что можно делать, как можно учить русский язык, если вам немного лень. Или если у вас просто нет времени, сил, энергии, но вы хотите учить русский язык. У каждого из этих 7 способов есть несколько подуровней. Если вы хотите посложнее или самую легкую версию, вы можете адаптировать для себя. Вы можете адаптировать это под свой уровень энергии, сколько у вас есть времени и сил. Все эти способы, ладно, не все эти способы я использую сама, когда я учу испанский язык, и я советую эти и другие способы моим студентам, и какие-то из этих способов мои студенты рассказали мне, а я рассказываю вам. Итак, способ номер 1. Что можно сделать? Если у вас совсем нет сил, совсем нет энергии, но вы знаете, что вам нужно говорить больше, то самое простое, что вы можете сделать, это просто поздороваться с собой. Вы можете посмотреть в зеркало. Так, а у меня нет зеркала. Но вы можете посмотреть в зеркало и просто сказать: «Привет, Ярослава». Я могу сказать: «Hola, ¿cómo estás? Bien». Как дела? Все хорошо? Немного поговорить со своим отражением. Это уже будет что-то. Немного, но что-то. Второе. Как можно это немного усложнить? Если у вас есть энергия, если у вас есть силы, можно сказать любую одну фразу вслух. Не просто подумать, но сказать эту фразу вслух, да, чтобы потренироваться. Если вы не знаете, как сказать какую-то фразу, ну, например, вы можете сказать: «Сегодня хорошая погода». Я рад, что сегодня хорошая погода. Если вы не знаете, как это сказать, или вы хотите что-то сказать, но не знаете как, вы просто возьмите Google переводчик и напишите там это предложение, напишите в Google переводчике эту фразу и повторите за Google переводчиком. И все, вы уже сделали вашу практику русского на сегодня. Как можно сделать это немного поинтереснее? Можно не просто сказать одну фразу. Можно поговорить с собой 30 секунд или минуту. Потому что обычно, если вы говорите с собой, не знаю, 5-10 секунд, столько нужно времени, чтобы сказать одну фразу, если вы будете говорить немного дольше, просто с собой, то вы начнете вспоминать слова, которые вы уже знали. И последний уровень посложнее, вы можете записать это на камеру. Если у вас есть любой мессенджер или просто камера на телефоне, вы можете записать, как вы говорите на русском языке, а потом посмотреть. Или если у вас есть учитель русского языка, вы можете это обсудить с вашим учителем. Это первый способ, если вы хотите немного поговорить с собой. Второй способ. Как можно вспомнить все, что вы учили? Как можно вспомнить название всего? Самый простой способ. Просто возьмите одну вещь, любую вещь, и скажите, что это такое по-русски. Это подушка. Если
вы хотите, можно описать этот предмет. Это будет 30 секунд, но вы уже вспомните, как говорить по-русски. Например, это подушка. Подушка для дивана. Она серая и такой длинной формы, продолговатой формы. Ткань не очень мягкая, приятная ткань. А еще эта подушка очень мягкая. Например, так. Или, чтобы было интереснее, чтобы было сложнее, можно вспомнить алфавит. Я знаю, что не все знают алфавит. Русский алфавит — это нормально. Я имею в виду, что, наверное, вы не знаете алфавит от начала до конца, как его учат дети в школе. А, Б, В, Г, Д. Ничего страшного, все нормально. Вы знаете ваш родной алфавит. Английский, немецкий, французский, испанский и так далее. Русский алфавит очень похож на эти алфавиты. И можно вспомнить по одному слову на каждую букву. Например, А. Что вокруг меня на букву А? Скажу честно, мне было сложно вспомнить что-нибудь. Но, например, аксессуары. У меня есть цепочка, у меня есть сережки. Это аксессуары. Потом буква Б. Б. Балкон. У меня здесь красивый балкон. В. Волосы. Ну и так далее. Вы уже поняли. Можно называть все, что вы видите, или, например, по алфавиту, чтобы было интересней. Следующее. Можно подумать о каком-то контексте. Например, вы хотите кофе, и можно подумать, как вы будете заказывать кофе или еду в ресторане, например, или в кафе. Например, здравствуйте, можно, пожалуйста, капучино на обычном молоке, без сахара. Например, так. Или в ресторане, или в магазине. Придумайте любую ситуацию, где вы можете использовать русский язык в обычной жизни. Способ номер 3. Если вы хотите не только у себя в голове разговаривать, но вы хотите разговаривать с другими людьми тоже, что можно сделать? Во-первых, если у вас есть какой-нибудь друг русскоговорящий, то напишите просто «Привет, как дела?» этому человеку. Если у вас есть приложение, например, HelloTalk или другие приложения, где можно говорить с русскоговорящими людьми, напишите там одному человеку «Привет, как дела?». Можете потом не отвечать. Можете написать даже одно предложение, и не нужно это писать вашему другу. Вы можете написать у себя в дневнике, на бумаге «Привет, Ярослава, сегодня хорошая погода», и все. Можно написать длинное письмо, можно написать короткое письмо, можно написать 2 слова, можно написать вы поняли идею. Я думаю, тут все понятно. Еще один способ, который мне нравится, как можно с кем-то поговорить, кому-то написать. Вы можете написать комментарий на "Ютубе". Если у вас ленивый день, то, наверное, вы смотрите что-то в социальных сетях. Ну, я говорю о себе. Если у меня такой ленивый день, то я смотрю YouTube. И можно написать комментарий на русском языке к видео на "Ютубе". И даже не нужно, чтобы это видео было на русском языке. Ну, например, вы смотрите, не знаю, National Geographic, видео National Geographic на английском языке, и там у видео уже 1000 комментариев. Если вы напишете один комментарий на русском языке, ну, всем все равно. Вы можете писать на русском, на английском, на французском, на китайском, на любом языке комментарии на "Ютубе". Вы делаете это просто, чтобы попрактиковаться. Следующий, 4 способ, что можно делать. Мы уже начали говорить о "Ютубе". Можно включить любое видео, любой подкаст просто на фоне.
Вы моете посуду, вы чистите картошку, вы готовите, вы рисуете, вы что-то делаете. Вы можете просто включить любое видео просто на фоне. Даже не нужно слушать, что там говорит человек, и не нужно понимать 100%, что говорит человек в этом видео. Главное, что вы уже пассивно слушаете. Сегодня ленивый день, вы помните. Потом, следующий уровень, немного посложнее. Вы можете не только просто слушать, вы можете обращать внимание на знакомые слова. 100% в этом видео будут те слова, которые вы уже знаете. И можно их замечать, можно их слушать, а можно еще повторять. Я думаю, вы знаете такую технику shadowing, когда вы слушаете, как кто-то говорит, и вы повторяете, стараетесь повторить то, как говорит другой человек. Вы можете делать это с любым видео на YouTube, с любым подкастом. Следующий способ тоже видео, тоже медиа. Вы можете совместить приятное с полезным. Вы можете смотреть разные интересные видео, могут быть короткие видео, где есть субтитры одновременно на русском и на английском. Такие видео, например, есть у разных блогеров, которые делают контент для изучающих русский язык. А еще есть просто блогеры, которые делают контент для русскоговорящих людей, но они тоже добавляют субтитры на английском. И в описании я оставлю аккаунт в Инстаграме моей хорошей знакомой. На Ютубе, кстати, она тоже публикует. Да, и у нее такие видео. Она делает субтитры на русском и субтитры на английском, но читает текст она на русском. Следующее. Что еще можно слушать? Конечно, музыку. Самое простое — послушайте песню на русском языке. Я сейчас, скажу честно, слушаю поп-музыку 90-х, ранних нулевых. И плейлист я тоже оставлю в описании. И вы тоже можете послушать эти песни. Они простые, они веселые, они несложные. И, может быть, вы даже сможете петь эти песни тоже вместе с певцами или вообще выучить эту песню. Поверьте, тексты там очень-очень простые. Что еще можно сделать? Шестой способ — это переводить. Например, можно перевести строчку из такой песни. Но обычно песни переводить сложно, они абстрактные. И если у вас есть любая книга на русском языке, вы можете перевести одно предложение, одну фразу из этой книги. Так я, например, делала с «Чарли и шоколадная фабрика». Кстати, я дочитала эту книгу. Ура! Следующее. Если вы знаете, у меня есть видео, где я читаю разные новости. И к этим видео есть специальные PDF-файлы, чтобы попрактиковаться. И в этих PDF-файлах есть практика, очевидно. И это или заголовки новостей, или разные смешные картинки со словами из словаря. И вы можете использовать эти материалы, чтобы в ленивый день немного освежить свой русский язык. Там есть смешные картинки, там есть заголовки новостей, и там есть переводы. Если вы хотите немного сложнее, вы можете идти на любой сайт с новостями, на любой новостной сайт и посмотреть заголовки новостей. Они, может быть, будут немного сложными, но вы можете перевести это в любом случае. И еще один способ, что еще можно перевести — список продуктов. Самый простой вариант. Если вы идете в магазин, напишите список продуктов на русском языке. И последнее. Конечно, последний способ
Самый очевидный, наверное, это приложение. Есть Duolingo. У меня есть видео, как я пыталась пройти Duolingo. Сейчас, кстати, я использую Duolingo для испанского. Я не знаю, русский язык стал лучше или нет, но испанский на Duolingo мне нравится. Скажу честно, я была в шоке. И можете использовать Duolingo, можете использовать любое другое приложение для изучения, чтобы просто попрактиковаться 5 минут. Или вы можете попрактиковаться в чате GPT. У чата GPT есть разные боты. Я могу назвать их так. И, например, там есть такой бот, который называется Language Teacher, миссис Смит. Я пользуюсь этим ботом для испанского языка, но с русским он работает отлично. Давайте я вам покажу, как он работает. Мгм. Так выглядит этот бот. Называется учитель языка, миссис Смит. И можно выбрать, например, язык. Сейчас она нам напишет разные варианты. Вот у нас 11 язык русский. Пишем. Она спрашивает, какой у нас уровень. Ну, давайте возьмем начинающий. Почему нет? Beginner. Отлично. И этот бот может дать несколько тем. Например, тема 1 «Мой день». И мы начинаем с этого бота. И она говорит: «Отлично, давай начнем с описания твоего дня. Как ты скажешь по-русски? I wake up at 7 a.m. Отлично. Но это еще не все. Вот здесь я показываю вам мой экран, но можно, если у вас есть приложение, то что я делаю? Я записываю голосовое сообщение, где я говорю на испанском, и я разговариваю с этим ботом. И этот бот, чат-бот, исправляет мои ошибки, говорит, как сказать лучше, и задает следующий вопрос. Ну, например, давайте я покажу здесь пример. А, вот, я просыпаюсь в 7 утра. Хорошо. Я напишу с ошибкой, я напишу неправильно. Я просыпаюсь. Вот, я просыпаю в 7. Какую ошибку? Ну, давайте в 7 утра. И она говорит, лучше сказать, you should say, я просыпаюсь в 7 утра, потому что просыпаюсь — это правильная форма, а утра — это родительный падеж. И все, и так далее. И можно практиковаться, и вы можете поговорить с искусственным интеллектом. Пожалуйста, напишите, какие идеи вам понравились, какие есть ваши идеи, что вы делаете, если у вас мало времени или если у вас мало энергии, как вы учите язык. И даже если у вас совсем нет времени, и если у вас совсем нет энергии, поставьте лайк, подпишитесь на этот канал, и мы с вами встретимся на следующей неделе. А с людьми, которые поддерживают меня на сайте Buy Me a Coffee, мы встретимся на этой неделе еще раз, потому что если у меня нет энергии делать видео на обычный канал, для них я всегда делаю одно видео в неделю дополнительно. И я рада была с вами всеми поговорить. Я желаю нам всем много-много энергии и отличного настроения. Все, всем пока!